Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня у нас на обзоре последняя бритва из тех раритетных, которые прислал Дмитрич. И она наверное, все-таки знаковая. И в этом видео я постарался собрать много знаковых вещей, не только бритву, но и мыло. Потому что благодаря тому, что если мы окунемся в историю возникновения мыла, мы бочком, так перышком, совсем немножко, совсем рядышком, но не учитывая, что эта крыша, Монсавон, она под крышей Лореаля, коснемся этого. Ну а что касается бритвы, бритву делал человек одаренный. Одаренный во всех областях, и он любил свое дело, он стремился к тому, чтобы узнать об этом как можно больше, и стремился к тому, чтобы делать это как можно лучше. Ну и плюс сегодня еще будут небольшие испытания, совсем маленькие, совсем чуть-чуть, чего-то нового. Так что вы все на крупный план трогайте, щупайте, смотрите, примеряйте, думайте, впитывайте информацию, а я начинаю. Догоняйте. Парни, прекрасно понимаю, чего вы ждете. У нас очень много интересных вещей, и, конечно же, хотелось бы начать в первую очередь с этих, которые прислал Дмитрич. Это и уголек, и два рокнула, но давайте все-таки сделаем последний шаг, который нас отделяет от обзора на эти предметы. А для этого нам надо разобраться с крайней бритвой, которую прислал Дмитрич. Это великолепная бритва с великолепной историей. Плюс ко всему, у нас еще будет сегодня великолепное мыло с великолепной историей. Плюс ко всему, у нас еще будет великолепный одеколон. Ну и парочка предметов, у которых еще истории-то никакой нет, но, возможно, она будет. Обо всем по порядку. К превеликому сожалению, об этой бритве я знаю мало что. Я не могу сказать года ее производства, я не могу назвать вам точную дату, когда произведена эта бритва. Но все же кое-что я о ней знаю. Во-первых, это одна из тех бритв, которые Дмитрий предпочитал вот так вот прям членораздельно предпочитал бриться в первую очередь, потому что шведов он очень и очень уважал. А то, что это швед, недвусмысленно, он указывает вот надпись здесь вот прямо наверху. Давайте я вам, чтобы не я один глазел, я вам покрупнее сделаю, и вы прочтете вместе со мной. Сиви Хельджестранд, Эскилстуна, Шведен с одной стороны, а с другой стороны, так как он тут видно будет, Киндал, фабрикую эн Сведе. Так, что же это такое за Хельджестранд? Ну так вот, что же это все-таки производство? Это шведская бритва, ребята. И это производство компании, которая имела всемирную славу. Это без купюр, это на самом деле так, я вам потом расскажу почему. Само это предприятие начиналось оно в 1808 году, и его открыл Олдерман Олаф Хельджестранд. Все начиналось с того, что они делали ножи и кое-какую утварь. Олаф занимался не только производством, он еще и занимался своей семьей, поэтому в 1816 году рождается Карл Виктор. И начиная с 12-летнего возраста он уже тоже начинает присоединяться к производству и потихонечку там выполнять какие-то мелкие работенки. Но работал он недолго, всего лишь 11 лет. В 23 года он уходит с производства и уезжает по путевке, которую организовало шведское правительство или институт или университет, что-то там такое. Прямо в Англию, не по обмену опытом, а для развития, так сказать, и поднятия общего, так сказать, вот всего этого. Уезжает в Англию, и в Англии проводит долгие 2 года, с 1843 по 1845 в Шеффилде, обучаясь мастерству тех людей, которые в то время там работали. Благодаря своему такому покладистому и мягкому, хорошему, доброму характеру, он нашел там общее понимание с рабочими и много чего узнал. Потом, когда в 1845 году он свалил с Англии и решил уже добраться домой, но поехал он не просто так, как обычно делают. Ну, короче, он умный мужик. Он вначале в Бельгию заскочил, потом в Германию попал, и там везде посетил в то время уважаемые известные производства. И везде что-то смотрел, и везде что-то вынюхивал, и везде чего-то учился. Закончилось это все тем, что по своему возвращению в Швецию он усовершенствует свое производство, открывает современную линию. И так, ребята, он начинает греметь, что прям он и бритвы всякие начинает выпускать. И там вот из металла, ну что он только не делал. Хотя поначалу все это начиналось только с ножей и раскроя металла.
Так вот, его бритвы, в основном, конечно, опасные, гремели на многих-многих выставках. На таких, как в Париже в 1855 году, в Стокгольме в 1866, Богате в 1875, в Филадельфии в 1876, Чикаго в 1883, ну и, конечно, Париж 1900 и 1937 годы. На всех этих выставках он огребал первые премии. Ну, согласитесь, ребята, то есть человек вот так вот на пустом месте такого бы не достиг, а он достиг. К сожалению, наш Карл Виктор слишком рано ушел в жизнь, всего лишь в возрасте 45 лет. Его чехотка сгубила, как говорили раньше, ну, туберкулез по-нашему. Не смог он это все вылечить, и уже в 1861 году, 29 июля, к сожалению, умер, родившись в 1816. Вся Швеция горевала. Там прям, ну не знаю, траур объявляли, не объявляли, но для них это была очень большая утрата, потому что на самом деле мужик был семипядей во лбу, очень умный, толковый дядька и делал вещи хорошие. Но, умер. Но кое-что после себя оставил, в том числе и вот эту бритовку. Когда это производилось, повторюсь, третий раз уже я не знаю, потому что получал самые разрозненные сведения. Там были разговоры за 1885, 1893 и в 1906, 1920 всякие годы назывались. И выпускалась-то эта бритва не только так. Она выпускалась еще и в составе наборов, там и неделька к ним шла, и с ремнями, и большие подарочные красивые наборы были. И форма была не только такая, но и несколько еще другая, и металлы были еще другие. То есть, ну, по-всякому он там делал. Красоту делал неимоверную, но в руках у нас сегодня только это. Так из чего же она состоит? Кстати, благодаря Дмитричу мы сегодня будем бриться самым настоящим родным лезвием от этой бритвы, которую опять же заточил Михаил. Давайте уже на саму бритву посмотрим. Ручка. Ручка полностью металлическая, судя по весу, и вот по тому, что я вижу, это сталь. Насколько она нержавеющая или какая там еще, я сказать не могу. Но на бронзу это никак не тянет ввиду того, что, ну, смотрите, если бы была бронза, здесь было бы желто. А здесь чувствуется монолит, ну, похоже на хромированную сталь. На самой ручке очень приятные насечки, не крупные, но руку не тяготят и, скорее всего, будут в некоторой степени помогать все-таки держать эту ручку даже мокрыми руками. Есть еще несколько клейм, два, той же аббревиатуры CV, Helgestrand CV, вот, по-моему, вот тут что-то еще. Ну, вот смотрите сами, я вам покажу. Здесь у нас в пустоте. Стопе. Ну-ка, дай-ка большой глаз. Ребята, вот тут обратите внимание, тут желтое. Мудро это все сделано. То есть получается, здесь какая-то вставка из белого металла, и все беленькое, хромировано, а там вот внутри я вижу желтое. Ну вот так вот комбинированное. Где в каком месте это желтое заканчивается, начинается стальное, не скажешь, потому что не видно. Ладно, поехали дальше. Сама голова, она несколько все-таки, наверное, будет похожа на те головы, которые в предыдущих обзорах мы с вами рассмотрели. Но эта схожесть, наверное, заканчивается все-таки вот только на этой ванне, которая предназначена для того, чтобы, ну, там пену складировать и никуда она у вас не капала во время бритья. На всем остальном же, ребята, схожесть заканчивается. Потому что здесь зубья не вот такие прямые, как там были на других бритвах, а просто зубья, как они есть, зубья и есть. Здесь вот эти прижимы, которые будут держать наше лезвие, они сделаны хитренько. Смотрите, как хоба, и вот так вот полностью отходят. То есть вот смотрите как. А роль пружины играет вот это вот, смотрите, вот видите, вот она здесь вот прищепочка, но она установлена не просто так, она вон той пластине внутри. Но эта пластина сделана тоже так по-хитро сделанному. Вот смотрите, она выходит с этой стороны, а здесь вот это вот, ну, кулачок что ли. И вот именно эта часть играет роль пружины. Смотрите, мы пружину отдавливаем, хлоп, и застегнули. То есть пружину сделали на ровном месте. По сути, посадив на заклепку вот эту вот пластину внутри, люди сделали сразу две вещи. По краям пружину, которая у нас помогает пружинить вот этот язычки, которые будут прижимать лезвие. А здесь у нас всего лишь ограничитель для самой защелки. То есть интересно. Молодцы, ребята. Так вот, выглядит это все вот таким вот образом. Посмотрите, как красиво. Ее не отмывал. Нет.
Эти бритвы наиболее распространенные, если говорить вот в особенности о предыдущей, потому что вот предыдущую я вообще даже на фотографиях нигде не видел, их практически нет. А вот эти, ну, доходят до аукционов наших дней даже еще и в отличном состоянии, в каноле вам, я бы сказал, где люди недвусмысленно говорят: ребята, ей никто не брился, вы будете первые, так что несите свои бабосики, и вот вам счастье обломится. Лезвие. Давайте я его ставлю, но номинально, потому что я с ним еще на ремешок пойду. Как и у многих бритв того времени, лезвие вот в таком металлическом чехольчике со всеми неотходимыми надписями. Эти стоять, и даже если вы уроните, в таком чехле страшного ничего не будет. Вытаскиваем, поддавливаем аккуратненько. Так вот, дыдыщ. И здесь вот она надпись, свидетельствующая, что это родное лезвие. А с этой уже нифига. Ну вот. Как же оно у нас будет крепиться? Я думаю, что будет правильно, если мы его вначале уложим вот сюда, чтобы оно легло на упоры. Потом аккуратненько, чтобы не стукало, подожмем уже вот этими вот язычками, если можно так сказать. Потом пододвинем лезвие так, как нам надо, и уже после этого закроем, прикроем, придавим вот этой прищепкой уже так. Все. Бритва готова к эксплуатации. Но, повторюсь, я все равно еще на ремешке в автостропе пробегусь, ну, раз 10-15, и мы с вами вот этой штукой побреемся. Вот. А что же у нас будет с... Так, нет, вот так. Вот. А что же у нас будет с мылом? А мылом у нас сегодня будет совершенно необычное изделие французских мастеров. Ну, даже так, тут, наверное, не французских мастеров, можно сказать, французской промышленности. Потому что в ряд своих причин это мыло можно назвать честным продуктом. Каких же? Ну, во-первых, оно у себя на родине стоит чрезвычайно недорого. От 1,5 до 2 евро. Вообще в Европе, насколько я понимаю, его можно взять до 5 евро точно. Как только оно попадает за рубеж, там за него начинают уже просить и по 9 баксов. А если в Россию, то тут вообще кто-то наглеет, и аж его за 1600 продают. Но у себя на родине это позиционируется как недорогое мыло. Не дешевое, а недорогое. И благодаря Урмасу я вам сегодня смогу вот его-то и показать. Поставляется уже в баночке. Пускай недорогой, пускай мягонькой, но тем не менее вот уже в баночке вместе с крышечкой. Все это залеплено, вот покрыто вот такой целлофановой пленкой, которая будет служить не только для того, чтобы у нас запах не уходил, но чтобы и мыло не сохло. Потому что на забугорных форумах часто отмечают тот факт, что если оставить его просто так в баночке уже после открытого, то по истечении там месяц, два, три мыло начинает ссыхаться и отходит от краев, и даже вода это не лечит. А почему я считаю вот сам для себя, что это должен быть честный продукт? Ну, потому что его все хвалят. Будем ли хвалить мы с вами в конце обзора, я еще не знаю. Но хвалят его буквально все. И за пену, и за скольжение, и за экономичность. Но особенно, конечно же, за отношение всего этого вместе с ценой. Ну, то есть за пару баксов взять вот такой кусок за 125 грамм, чтобы он еще вам и работал хорошо. Ну, там вот один дядька, например, в Америке, что ли, или в Англии написал, что вот ему вот такой болванки 125 грамм при ежедневном бритье хватает на 1,5 месяца. Ну, нормально же, согласитесь, вполне себе. Но это мыло непростое. Название заключается в самой фирме Монсавон. Если дословно перевести, это мое мыло. Компания была основана в 1925 году, но не это ее главная заслуга. Наверное, все-таки этой компании повезло тем, что такой дядечка, я вам сейчас даже скажу как, Жен Шуэлер в 1928 году перекупил эту компанию. 10 лет, долгих 10 лет в эту компанию Монсавон он вбухивал деньги. И ничего хорошего не получалось. Все как вода в песок. Но по истечении 10 лет что-то все-таки стало получаться. И это мыло начало греметь. И со временем вот этого дяденьку Жена Шуэлера все узнали как основателя компании L'Oréal, которая была основана в 1907 году, по-моему, да, ее соуставной капитал был всего лишь 800 франков. А на сегодняшний день уставной капитал у L'Oréal перевалил, или там оборот, короче, за 50 миллиардов, там бешеные бабосы. Так вот, Монсавон это там, где L'Oréal. Ну, давайте уже открывать и посмотрим, что это такое. Так, культурно, наверное, открыть не получится. Нет, почему? Блин, не получится, короче.
Что еще хорошего в этом мыле? Ну, помимо, пускай и недорогой, но все-таки значимой упаковки, вот это вот название короче, это по-французски, что это натуральное, ну, в смысле, аутентичное, что-то вот типа такое, настоящее. Помимо вот самой вот этой вот баночки, пускай и недорогой, но все-таки баночки, здесь еще вот посмотрите, какой таблетос шикарный, средней мягкости мыла. Многие еще отмечают запах. Ой, кому-то он кажется похожим на запах спик, кто-то лаванду в нем слышит. А мне лаванда, вот так вот, смотрите, оп, вот так лаванда, а вот так, ну, что-то такое терпкое примешивается, но приятное, приятное. Я бы, например, подумал, что это какие-то лечебные травки, там кто-то собирал и что-то из всего этого сделал. Так вот, таким замечательным мылом сегодня мы с вами, парни, будем бриться благодаря Урмусу. Все, закрываем. Давайте уже на помазки посмотрим. А помазка, ребята, у нас осталось всего два. Вот такой вот замечательный, брутальный кабанерос. Ну, кабанчик на 24 миллиметра, да? Да, совершенно верно. И не менее замечательная лошадка, но уже SHD, да, повышенной набивки. Предыдущая лошадка, которую я пробовал, не понравилась мне совсем. Ну, вообще никак. Ну, слишком она была вялая такая, знаете, ну, не позитивная. Такая, вот на полшестого. Что будет с этой? Да я хрен его знает. Пускать ли на это мыло кабанчика или пойти все-таки с лошадью? Да давайте, наверное, лошадь возьмем, потому что, учитывая то, что я знаю о том мыле, если это на самом деле хотя бы на 90% окажется так в моем случае, то даже так себе лошадка не сможет ничего испортить. Поэтому оставляем сегодня лошадь. Ну и чем заполируемся? Тут я, парни, совершенно не оригинален. То есть, учитывая ту историю, которую я узнал благодаря тому, что соприкоснулся вот с этим изделием, учитывая ту историю, которую я узнал благодаря тому, что чуть-чуть посидел и 5 минут погуглил вот за это мыло, знаете, как-то проникся историей. Историю Шипра я не знаю, к сожалению. Так, что-то какие-то отголоски, ну, даже не гуглил, если честно. На слуху что-то такое, что кёльнская вода была там что-то у немецких, что ли, солдат или еще у кого-то. Ну, короче, у каких-то солдат, которые этой водой, короче, делали все. Они после бритья мазались, и раны замазывали, вовнутрь принимали, не принимали, я не знаю. Ну, короче, у каждого вояки она была в ранце. Ну и наши что-то это дело просекли и подумали, а давай мы тоже что-нибудь такое сделаем, чтобы у наших тоже что-то было. Ну и вот, насколько я понимаю, вот после этого появился Шипр. Когда это было, в каких годах? Ну, честно сказать, ребята, ну вот не заморочился, не поискал, простите меня за это. Но у нас есть и другая сторона. У нас есть такие парни на канале, которые не только Google, не только Википедию, да они до хрена что могут за пояс заткнуть, и они вот в этой сфере знают очень-очень-очень много. Я больше чем уверен, что один из таких людей наверняка смотрит сейчас это видео. Так вот, дорогой ты наш товарищ, я сейчас к тебе обращаюсь. Если ты знаешь что-то об истории Шипра, будь добр, пожалуйста, в комментариях напиши, что, мол, пацаны, так и так, это вот наш одеколон, и вот с такого года по такой, вот так вот он появился. И люди, приходя, будут читать комментарии и будут знать историю этого великолепного одеколона. К сожалению, сейчас уже не производимого, потому что королевский. Вот. Ну а теперь что? Теперь все, пошли бриться. Ой ты, о, это что такое? Ребята, странное дело, но почему-то у меня крышка внутри мокрая, хотя я это мыло не мочил, ничего не делал. Что, оно так сконденсировало, что ли? Блин, ой, как интересно. Так, ну ладно, давайте, наверное, пожалуй, с этого мыла-то и начнем. Помазок, мощная лошадка, я его сильно не замачивал. Так, чуть-чуть. Вот сейчас таким помазочком и попробуем посмотреть, что у нас тут, собственно, получится. Ну, пока мне нравится. Пока нравится. Не нравится дебил, который на парковке мазон врубил, но это необходимое зло.
Для того, чтобы сейчас пойти с ним поговорить, мне надо снять всю сбрую, остановить камеру, потом через сугробы туда. Ну, это много времени займет, так что забейте, не обращайте на него внимания. Посмотрите, тот крем, который стал здесь получаться, мне уже нравится. А посему давайте, наверное, долго не будем этим упражняться, а уже вот с этого, я считаю, и можно начинать. Поэтому компресс. Хорошо. Хорошо. Ну, давайте, наверное, сейчас еще так чуть-чуть я водички сюда добавлю. Совсем децл. Так не пойдет, это по-хамски. Вот так, наверное. Вот так. Еще раз заберем, уже пойдем на лицо. Очень понравился отклик этого мыла. Как оно так... То есть, ну, почти как заводное. То есть, ему помазок показал, и оно сразу же начинает пену фиговать. Производить. Нравится. Посмотрим, что у нас будет на лице. Не, ну вот это помазок. Это не та лошадь, ребята. Это совсем другая. Это, знаете, это уже что-то действительно уже начинает быть похожим на барсука. Как вот говорят, что хочешь барсука, но у тебя как бы пока недостаточно средств, чтобы взять хорошего. Вот возьми лошадь. Попробуй, это будет нечто похожее. Вот эту лошадь я бы мог посоветовать брать. Это уже что-то интересное. Та предыдущая с обычной набивкой, она, ну, как мочала. То есть ни в звезду, ни в Красную Армию, вообще никуда. То есть не понравилось совершенно. А вот это уже что-то интересное. Это уже больше похоже... Нет, думал на мягкого кабана, нет. На мягкого барсука все же похоже больше. Для кабана она слишком нежная. Несе Галя воду, коромисла гнеться, та й за неї Іванку, як боровина квіється. Та й за неї Іванку, як боровина квіється. Ну все, мне кажется, хорошо для первого раза и мочим бритву. Ну, в смысле, греем. Можно, конечно, этого не делать, но всегда, когда после компресса, после хорошей пены вас будет касаться холодный металл, ну, это вносит некий дискомфорт. А тут теплый металл сразу, ну и кайф совсем другой, вы понимаете, о чем я. Ну что ж, с Богом. Посмотрим, за что там Дмитрий Сох. Он, кстати, уважал шведов, ну, поболее других. То есть вот шведы ему больше подходили, чем, допустим, те же самые немцы. Будем поглядеть. Я понимаю, за что. Ой, как интересно. Слышали, да? Каждый раз, когда появляется вот этот вот тазик, видно. Я на автофокус поставил, он так четко реагирует. Видно? Но подлюка. Только я его похвалил, посмотрите, что творит. Ладно. Галя моя, Галю, дай воды напиться. Ты ж така хороша. Ну, таким, знаете, под носом вот здесь носогубный тоже как бы не предел мечтаний. То есть, ну, надо это аккуратно. Ну, не получается вот это движение.
Ну, хоть там запас по пене еще и большой, там, в принципе, можно все бритье собирать, но почему-то хочется сполоснуть. Почему, не знаю. Ну, это, наверное, привычка все-таки, да? Ну, по первым ощущениям, конечно, это не прошлый немец. Той сухости, того, знаете, того прям зубодробительного, стеклянного, хрустального сухостоя здесь уже нет. Здесь уже помягче, помягче, но пока, по крайней мере, не, ребята, Малькута все-таки впереди. Малькута пока моя прям впереди, пока впереди. Так, еще водички чуть-чуть. Валя моя, Валю. Ну, он прям пока в раскардаше. С одной стороны, это самая лучшая лошадь, которую я когда-либо пробовал, по крайней мере, она самая плотная. А с другой стороны, я вот сейчас вот подумал, а нафига она людям нужна вообще? Ну, единственные люди, кому я мог бы порекомендовать вот нечто подобное, это, наверное, все же те, у которых нежная кожа. Для них есть нежная синтетика. Фиг его знает, ребята. Поводок хорош, но он хорош среди себе подобных, среди лошадей. А если сравнивать с другими, ну как бы, ну есть синтетика в такой категории. Барсуков таких я не встречал, но это был бы слишком... А, нет, хотя почему? Бывают такие тоже барсуки. Мои подозрения начинают оправдываться. Это мыло любит воду. На лице достаточно быстро высыхает, становится вязким, и бритва идет уже с трудом. Михаил, город Москва, уже в который раз подтвердил свою квалификацию в моих глазах. Хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Я не говорю, что Михаил самый лучший в мире заточник. Естественно, это таковым не является. Я хочу сказать, что Михаил на сегодняшний день самый лучший заточник для меня. Причина проста. 90% того, что он для меня точит, оно ложится на мою кожу. То есть вот пазлы совпали, то, что он делает, я от этого просто реально кайфую. Ну согласитесь, если вы нашли такого заточника, ну это ж кайф, кайф. И желаю каждому из вас найти своего заточника. И неважно, будет это или Сергей с Новосибирска, или Эдуард Седых с его там 1500-2000 за заточку. Неважно, неважно. Самое важное, что тот заточник, который для вас точит, вы кайфуете от его заточки и вам хорошо. В Москве очень много заточников, которые хорошо точат. Это может и Олег сказать вот с канала «Брить или не брить». У него свои любимые заточники, и он их рекомендует. И это правильно,
Потому что если ты нашел что-то хорошее, этим нужно делиться, об этом нужно рассказывать. А возводить это в какие-то степени, о, вот там вот все пыль, а вот это да, вот это вот. Нет, это глупо и неправильно. Еще раз повторяю, в бритье слушайте одного человека, самого себя. Выслушивайте всех, мотайте на ус, принимайте к сведению, слушайте самого себя. Нравится, не нравится вам лично. Вам. Потому что бриться вам. И строить вот этот вот мир бритья вам тоже свой, собственный. Поэтому у меня каждый раз коматоз, когда люди спрашивают: Викторович, посоветуй лезвие, посоветуй бритву, посоветуй помазок. Я хоть как-то, я уже устал, ребята. Пытаюсь объяснить, что не надо тебе никого слушать, но не может тебе никто советовать. Ну как ты вот, ты приходишь в магазин и говоришь: ребята, ну посоветуйте, что мне взять, Баунти, Марс или Сникерс, или там или еще какую-то шоколадку. Это же бред. Он тебе посоветует, а есть тебе. И очень высока вероятность, что то, что он тебе посоветует, выплюнешь, скажешь: фу, говно какое. Хотел же я Марс брать, вот, или Баунти. Люблю кокосы, вот надо было это и брать. Но почему с шоколадом так, а в бритье по-другому? Ну, это касается всего. На вкус и цвет товарища нет. Выбор всегда должен быть за вами и для вас, для себя любимого. Так, ну поехали. Вот здесь надо будет подобрать. Ну прям вообще. Так, ну и где тут хохоряшки, которые я тут с новым освещением решил поэкспериментировать, но наэкспериментировался на свою голову, что тут кое-что даже пропустил. Я сейчас просто окошко закрыл и попытался выставить все на тех лампах, которые вот у меня сейчас есть. Ну и лишний раз убеждаюсь, что мощности их катастрофически не хватает. Они сейчас на максимуме стоят. Потому что ISO на аппарате пришлось задрать. Нравится баланс у бритвы. Прям. Он интересный. Он интересный. Ну все. Вот теперь все. Вот она такой. Вот так вот. Когда ты вот с этих вот поганых местах вот так вот можешь провести в любом направлении, тебе даже вот маленькая, вот такусенькая в руку, это знаете, как кайфово. Чаще всего, конечно, это получается на клинковой. Потому что опасочка это опасочка. Но сродни и такие вещи тоже иногда приносят вот такой кайф. Ну и впрочем, как и тэшки. Хотя на опаске все равно это чаще. Так, пожалуй, мы с вами побрились, потому что, несмотря на то, что эта бритва значительно мягче, чем предыдущий товарищ, скоблиться я не буду, потому что уже не вижу никаких оснований. Компресс и автошейв. Хорошо, когда хорошо. Ладно. И сегодня что-то с утра пораньше телевизор включил, а там по какому-то каналу наших
Тавричанских показывают. Ну вот они там. Несе Галя воду, коромисло гнеться. Ой, блин, так прям в деревню захотелось сразу. Та за не Иванку, як барвинок гнеться. А в деревню на пьянку какую-нибудь приедешь, мама дорогая, каких там только песен нет, а? Ты такого уже по телевизору не услышишь. А старики помнят, старики помнят. Так, ну что? Ну давайте, наверное, шипру животворящего на лицо-то себе и поместим. Был он совсем недавно, но хочу еще его, потому что, ну знаете, как ностальжия какая-то, потому что, ну сейчас его уже нет, сейчас его уже не выпускают, сейчас просто шипр. Но он все-таки от королевского отличается. Отличается, ну я бы сказал, не в лучшую сторону. Хотя это все, конечно, дело вкуса. О! Стыковка произошла. Ай. Ребята, ну какой это кайф, а? Вот только поорать не хватает. Я понимаю, почему Дмитрий все-таки вот за этих шведов горой стоит. О, мне шведы самое. Он ни раз и ни два, и ни три мне повторял. Говорит, каждому лицу своя бритва. Бритв хороших может быть много. Но вот любовь, искра между каждой и тобой и ними навряд ли проскочит. Скорее всего, их будет там одна, две, несколько. Остальные хорошие так и останутся для тебя хорошими. А вот та, где будет искра, это, говорит, вот твое-то и есть. Так что, говорит, вот. Ну, я понимаю, о чем он говорит. У него этих бритв тысячи поперебывало, ребят. Не 5, не 10, не сотни, тысячи. Тысячи. В основном, конечно, паски. Хотя там и тэшек вот так вот, как у дурака Махорки. То есть, ну, там, ну, человек увлеченный. И может себе позволить. Но, согласен я с Дмитриевичем, каждому лицу своя бритва. Вот. Это я бы ватку не приготовил. Хотя, что не приготовил? Сейчас те, кто в паре, там меня, Иванов, ты что там, нельзя. Это ж кендо. Ребята, это не кендо. Это не парфюм лидера, как вот эта контора называется. Там за мешок из 25 или 50 шариков, по-моему, 180 рублей отдал, да и все. Шарики чистый катон турецкий. Коромисло гнеться, а за не Іванку, як барвинок в'ється. Галя моя, Галю. Видели, да? Да, вот тут маленько есть, можно было бы шкребануть. Ты ж такая хорошая. Так, ну это все уже выкид после шипра, какой там пар, вы о чем говорите. Так вот, ребята, сегодняшнее бритье считаю удавшимся, потому что оно мне лично понравилось. Вот если, например, вот это вот мыло, которое у нас сегодня было, вот Мон Салон, сравнивать, например, вот с прошлого бритье, которое вот у нас было, там Салтер, Солитер, Салтер, что-то вот это вот. Салтер-то покруче будет, всяко разно. С Салтером ты отдыхаешь. Здесь все-таки нужно будет чуть-чуть маленько приноровиться, потому что, ну, баланс воды, если Салтер, допустим, ему плевать на него, там чуть-чуть перебузовал, чуть не додал, он тебе это прощал, и ты меньше голову загружал, как бриться, ты просто брился. А здесь нет, здесь нужно соблюдать баланс воды, потому что, ну, чуть-чуть. Вот ты пошел по наториной, как у тебя это приучен, ты уже как сам привык, мало. Надо воды добавлять. И забыл, добавь еще. Забыл, добавь еще. Ну, понятно, к этому делу можно приноровиться, потому что во всем остальном мыло-то неплохо. Неплохо тебе показало пену, как оно хорошо отдало. Потом, как быстро оно это сделало. Потом, какая она была. Скольжение по скольжению мне понравилось точно тоже. Но, знаете, вот это вот то, что я вам про воду сказал, это не порицание и не в упрек, и это не палкой в глаз. Это просто легкое недоразумение и замечание. Даже не замечание, не тянет на замечание. Это просто мысль. Вот и все. Потому что, хлопцы, стоимостью в 2 бакса, ну куда с добром. И не смотрите на тех этих продаванов, которые вот там по 1600 его у нас в России продают. Не стоит он вот 1600. За 1600 можно взять лучше. До тех пор, пока вот это мыло будет в диапазоне 2, 3, 4, 5 евро лучшего, ну можно найти, но все-таки оно будет одно из лучших.
Как только ему начинают задирать ценник там за 10, там 15, 20 баксов, ну куда с добром? Нет, нет, таких денег она не стоит. То есть вот в 2-3 бакса это цена-качество соотношение идеальное. Если нарветесь где-то, кто-то там по Европам будет кататься и увидит, ребят, смело берите. Штука интересная, деньги зря не потратите. Так что вот вполне себе нормальный годный продукт. Ну а что до запаха? Лаван, лаван. Ну да, она здесь есть, конечно. Та маленькая составляющая, которая мне поначалу показалось, что там что-то, то ли там какое-то лекарство там или еще, то ли еще что-то, во время бритья вы чувствовать не будете совсем. Вообще. Ну, то есть, и растворяется. Остается только эта лаванда. Легкая, ненавязчивая. Такая, блам, вот что-то вот такое, вот и все. То есть, вот не напрягает, а просто идет в унисон вместе со всем. Нормальный, хороший продукт, но если будет дороже, чем 5 баксов, смотрите сами. Там уже вариантов гораздо больше появляется. Помазок. Ёперный театр. В ступор и в раскардаш меня ввел, потому что он гораздо лучше, чем та предыдущая лошадь, потому что им на самом деле можно хорошо бриться и приготавливать пену, потому что, но он интересен. Но я не пойму, надо ли заморачиваться на этот предмет, потому что, ну, синтетика, которая вот работала бы так, а порой даже еще и лучше, ну да, себе вполне возможно. И это не что-то там из ряда вон, это вполне рядовое событие. Барсук. Ну, барсук вот до такой мягкости, если для меня опустится, то это уже, я бы, пожалуй, даже не смотрел бы в его сторону, потому что, ну, вот самый мягкий, например, барсук, который вот для меня на сегодняшний день существует, это вот Кент. Иди сюда, Кентушка, ты мой хороший. Кент хороший, не надо его обижать, не надо, он хороший. На мой взгляд, у него самый большой недостаток – это его стоимость. 200 евро или сколько он там стоит, а все остальное это шикарно. Так вот, вот этот мягче этого, мягче, но тем не менее он все еще годен. Если, допустим, смотреть на кабанов, ну кабаны, блин, ну вот такого мягкого кабана я бы просто уже перестал воспринимать, он бы для меня уже просто перестал существовать. И подвести черту получается, от лошадей это самое лучшее, что я пробовал, но все же, если его поставить в один ряд с кабанами, с синтетикой, с барсуками, вот тут и задумываешься, а нужен ли он людям? Потому что если заморачиваться на эту тему, то ну, тебе никто не продаст 10 штук, 20 штук, 50 штук. Тебе сразу скажут, ух, дорогой мой товарищ, вот бери вот так вот, чтобы у тебя из ушей полезло. Ну и куда его потом девать? Это еще один ответ на вопрос одного человека, вот с которым вчера разговаривали, по-моему, Александром говорили. Викторович, а чего вы меньше, чем 24 миллиметра не возите? Знаешь, как они мне нравятся? Ну, допускаю, да. А много ли людей, которым нравится меньше, чем 24? Вот, допустим, мы их привезли в вагон и целую тележку, а кто их брать-то будет? Потому что сейчас все нацелены на 24, 26, 28, 30. Те помазки, которые мы привезли от Массета, и вот сейчас, которые будут от УОМа, но они в самые большие диаметры улетели самые первые. Это все к тому, что говорить можно о чем угодно, а человек голосует кошельком. То есть вот самые большие диаметры улетают первые. Поэтому фиг его знает. И вот это вот фиг его знает. Но завтра будет стрим, потому что сегодня пятница, вот оставлю его на стрим. И выставлять его не буду. А вот все равно же люди помогают, за что вам огромное спасибо, парни. Вот так вот приходят просто и говорят, Викторович, вот на что ты там сейчас собираешь? На свет? Ой, на микрофон, вот, держи вот тебе. В прошлом стриме ребята 3500, вот так вот просто. Помогли очень-очень. Там осталось буквально 6,5 косарей. И вот кто больше всего донатит, вот ему это я отдам. Это не розыгрыш, ребят. Нет. Это просто маленькое спасибо человеку. Там еще что-то есть, еще туда добавлю. Ну, что-нибудь накидаю. Вот такое. Дальше поехали. О, де колонне. L'amur toujours et абажур. Королевский шипр, ребята, этим все сказано. Очень большая жалость, что сейчас его перестали производить. И очень большая жалость, что его не купить-то сейчас нигде. Вообще с Новой Зарей что-то там странное происходит. То ли ее перекупили, то ли она кому-то продалась, то ли кто-то ее там наоборот на абордаж взял и вообще работает, она сейчас не работает. А если работает, то что производит? Вообще вот это непонятно совершенно. Я пытался что-то загуглить, там нет какой-то, знаете, такой прям информации, которой можно было бы доверить. Если кто-то знает, просветите, пожалуйста, что там за фигня такая происходит. Но
это уже не найти, это уже раритет. Еще раз огромное спасибо Андрею Карасеву, который несколько лет назад подогнал мне вот эту пузырявочку. А сейчас он, к сожалению, пропал, я уже целый год от него вестей не слышал. И вот как этот ковид начался, так он и пропал. А я знаю, что у него семья в Италии жила. И вот сейчас пытаюсь до него достучаться, а что-то как-то ни ответа, ни привета. Хотя этот аккаунт в ВК, там пишут, что вот онлайн, а ответа, ни привета нет. От всей души надеюсь, что Андрюха просто не отвечает. Ну, некогда человеку, по-всякому бывает. Что все у него нормально, что все хорошо. А за это еще раз огромное спасибо. Ну, камешек не пригодился, так что о нем говорить. А вот бритовка, ребята, бритовка удивила и порадовала. Чем же? Удивительный баланс у этой бритвы. Вы когда ее в руках держите, она такое ощущение, что она создана для того, чтобы просто бриться двумя пальцами. И здесь вот такая расфасовка, разбаковка, вот так вот хорошо будет. То есть просто обалдеть. Никакого напряга совершенно. Единственное, вот эта дурацкая привычка часто промывать, еще стэшек осталось, здесь-то она не нужна. Но я понял, почему я это делал. Это не столько привычка, сколько было желание хотя бы бритву намочить, потому что пена на лице сохла. Каждый раз туда по мазкам нырять, не камильфо, поэтому хотя бы бритву мочил. Но это все частности. На самом деле эта бритва бреет гораздо отличнее от той, которая была на прошлом обзоре. Вот в 3 раза мягче. И я не думаю, что это вот так вот просто Михаил взял, заточил, а она бреет по-другому. Он и прошлое лезвие тоже заточил хорошо. Но просто здесь сталь другая. И я теперь понимаю, почему Дмитрий Шведов уважает. Но как бы хороша ни была эта бритва, все-таки я рад, что я вам смог это показать, потому что это как ни крути история. И в нашей истории с вами там много вещей, которых мы просто не знаем, проходим мимо. И очень хорошо, когда попадается человек, который раз тебе, о, смотри, история, знал об этом, интересно, пошли посмотрим. Точно так же сегодня утром, вот, например, один человек вышел, и я вот в YouTube просто заглянул, и другой человек приходит и говорит, о, смотри, а я тебе могу рассказать про последнего гражданина СССР и про последнего космонавта СССР и про первого России. Знал о таком? Первого-то космонавта все знают, Юрий Гагарин, а последнего кто может назвать? И я не знал до сегодняшнего дня. А оказывается, это Сергей Крикалев. Мутная там история получилась, что-то там политического толка, политического характера. Короче, по итогу вышло так, что вот из всего экипажа, который был на МКС, одному Сереге Крикалеву сказали, слышь, братан, ты задержись. Задержись тут еще на разочек, там вот а мы там пока других покатаем, повозим. И по итогу человек в 2 раза дольше запланировал, он там пробовал чуть ли не год. Улетал из СССР, а вернулся уже в развалившуюся страну, уже в Россию. Так что всего много интересного. Я чрезвычайно рад, что Дмитрич дал возможность показать вам вот такие вещи, рассказать о них. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. А еще мне не нравится, как я камеру сегодня поставил. Но я в следующий раз, наверное, обязательно переставлю, потому что вот эти вот все движения. Так, вот, вторая рука. Не люблю, когда так. Хочу, чтобы красиво было. Постараюсь сделать красиво. Все, пока-пока. До новых встреч. Берегите себя.